Сегодня я расскажу, как приготовить торт «Птичье молоко» по рецепту, который мне нравится больше всего. Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы на канале Вкусняшки у Наташки. И для начала приготовим 2 коржа. Для приготовления мне понадобится чайная ложка разрыхлителя, флакончик ванильной эссенции, 2 яйца, 150 грамм муки, 100 грамм сахара и 100 грамм масла размягченного. Сразу подготовлю 2 пергаментных листа с разными размерами. Диаметр 22 сантиметра и 18 сантиметров. У нас будут 2 коржа, один будет больше на самый низ, а второй будет посередине. Но если вы хотите приготовить торт с одним коржом, то уменьшите ингредиенты наполовину. Муку и разрыхлитель я смешиваю между собой и дважды просеиваю. Размягченное сливочное масло соединяю с сахаром, добавляю ванильный экстракт и хорошенько взбиваю миксером. Чуть не забыла сказать, прежде чем начать взбивать масло с сахаром, поставьте духовку на разогрев на 180 градусов. Пока мы приготовим тесто, духовка разогреется идеально. Ввожу по одному яйцу и тщательно взбиваю до полного соединения с маслом и сахаром. Затем ввожу второе яйцо. После тщательного взбивания масса побелеет и не будет чувствоваться сахар в руках. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал, активируйте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И не забудьте поставить лайки. Вам не трудно, а мне приятно. Спасибо. Затем еще раз просеиваю муку с разрыхлителем. Это все делается для того, чтобы правильно распределился разрыхлитель. Перемешивать можно как лопаткой, так и миксером. Миксером быстрее. Собираю тщательно по стенкам расплескавшееся тесто. Выкладываю на лист бумаги и растягиваю толщиной примерно полсантиметра. И выхожу за границы нарисованного круга примерно на сантиметр. Это я делаю для того, чтобы не получились подгоревшие края. Мы будем вырезать их. И то, что немного подгорит, а это всегда так происходит, вырежется. Выпекаю я при температуре 180 градусов примерно 12-15 минут. Время выпекания зависит, конечно, от вашей духовки. Вырезать я буду разъемной формой, у нее края более острые. Видите, просто и легко обрезается. Вот эти края можно будет использовать как крошку. Я ее не выбрасываю, оставляю для следующего торта. Какая красивая и тонкая получилась подложка. И прежде чем перейти к приготовлению крема, я сделаю еще одну интересную вещь. Это мой лайфхак, может быть, кто-то так тоже пользуется. Я вырезаю таких 2 полосы, точнее 2 полукруга, и выставляю сразу на блюдо, либо на форму, где будет у меня стоять торт. Укладываю нижний корж, ставлю разъемное кольцо и прокладываю ацетатную пленку. Края пленки защипаю прищепкой. Ну а сейчас займемся приготовлением суфле. 10 грамм агар-агара я развожу в 150 граммах холодной воды. Размешиваю лопаточкой, чтобы хорошенько растворился агар-агар. Пробовала готовить торт на агар-агаре и на желатине. Все-таки на агаре мне нравится больше. Добавляю сахара 400 грамм и сразу ставлю на медленный огонь. В отдельной посуде взбиваю 180 грамм сливочного масла размягченного. Взбиваю до пышности. И затем добавляю 90 грамм сгущенного молока. Очень тщательно перемешиваю миксером эту массу, периодически останавливаясь и собирая по стенкам лопаточкой масло, чтобы полностью все масло получилось со сгущенкой. Получается, кстати, очень вкусный крем. На данном этапе этот крем отставляем в сторону и займемся белками и сиропом с агар-агаром. Сироп у меня достиг температуры уже 95 градусов, и я включаю комбайн на средней скорости, буду взбивать белки. Как только появилась шапочка, взбиваю белки на максимальной скорости. Здесь у меня белки 5 яиц, а желтки я использую детям на гоголь-моголь. Довожу сироп до 110-111 градусов, даю буквально пару минут отстояться, чтобы ушла пена, и постепенно тонкой струйкой вливаю в белки. Продолжаю взбивать белки на высокой скорости до появления вот такого красивого блеска. В зависимости от мощности вашего комбайна или миксера, на это может уйти несколько минут.
Но главное добиться именно вот этого блеска. И посмотрите, какие красивые получаются пики. Я остановила миксер буквально на пару секунд, чтобы вы увидели, но этого делать не следует. Взбиваем дальше на средней скорости и добавляем наш крем со сгущенкой. При этом суфле станет более жидкое, то есть уйдут вот эти пики, которые я только что вам показала. Но не пугайтесь, это происходит потому, что крем еще горячий и он разжижает масло в креме. После того, как мы ввели все масло, еще буквально 1-2 минуточки можно взбивать. Видите, он немного жидковатый. Но именно в этот момент надо действовать как можно быстрее. Форма у нас уже готова, и мы заливаем сюда крем. Разравниваем. Если не хватает, я вот долью сейчас еще немного. И ставлю посредине корж, который меньше у нас по размеру. И тут же заливаю остальной частью крема, остальным суфле. Так будет правильнее говорить. Стараюсь его разровнять. Затем выглаживаю верхушку. Он уже начинает пристывать. Температура действия агар-агара 40 градусов. Суфле у нас уже подостыло, поэтому надо быть все-таки достаточно быстрым, но осторожным. Вверх я выглаживаю шпателем и отправляю торт в холодильник буквально на полчаса. После получаса заливаю шоколадом, растопленным шоколадом, и ставлю уже в холодильник на всю ночь. Кстати, этот торт я закончила в 2021 году, когда уже били куранты. Одна минута осталась, 59, 58. А разрезали мы его уже утром 2022 года. И с удовольствием попили чаек с тортиком. Очень вкусно. Рекомендую. С Новым годом, друзья!